Этот чувак, который возглавляет крутых перцев. Студент Хнуре пришел к нам работать еще с первого курса. Пришел он к нам junior.NET разработчиком, сейчас он глава американского офиса нашего. Да, то есть ты должен не делать тот продукт, который тебе нравится, а то решение, которое нужно людям. Значит, ты его никогда не продашь. Например, в Штатах есть такое наследие, там было принято выписывать чеки. До сих пор популярный способ оплаты за услуги, когда тебе по почте приходит чек в конверте, чтобы было понятно. Не по электронной почте, а по обычной. Валер, привет. Привет. Ну, чё, давай рассказывай, кто ты такой и чем ты занимаешься. Меня зовут Валерий Красовский. Занимаюсь я очень много чем. Наверное, самое известное сейчас это я CEO и кофаундер компании Sigma Software, которую мы стартовали в 2002 году с 5 единомышленниками, кофаундерами. Практически все из них были и есть программистами, один юрист. Вот. Собственно, в нашей компании больше чем 1300 человек сейчас. Мы находимся, я даже сразу не вспомню, в скольких странах мира. В Украине у нас тоже очень много офисов по всем большим городам, в небольших тоже есть в Сумах под Харьковом, есть в Виннице. Вот. За рубежом несколько компаний, же говорю, офисы есть в большом количестве стран. Сейчас попытаюсь вспомнить. Это Штаты, конечно, Швеция, Стокгольм, Канада, Сингапур, Дубай, Израиль. Это то, что сразу вспомнилось. Вот, занимаемся разработкой программного обеспечения на заказ, занимаемся разработкой продуктов. У нас есть отдельный investment wing компании, то есть это фонд венчурный, который инвестирует в продуктовые стартапы наших клиентов, которые мы разрабатываем, собственно, Sigma Software. И в том числе вот сейчас мы активно начали уже инвестировать и в украинские стартапы. До того, как весь этот Sigma стартап появился, чем ты до этого занимался, какие у тебя были работы до Sigma? Первая работа, именно такая вот осознанная, не говорю я там о первых деньгах заработанных, когда я пропалывал там поля какие-то, вот, а именно первая работа в IT, это была компания Telesense, которая была основана в Харькове в 1998 году. Это была одна из первых таких крупных IT-компаний, которая разрабатывала продукты для Deutsche Telekom. Вот. И вот я туда попал, именно был один из первых 5 или 6 сотрудников, пришел туда младшим программистом, писал на C++, я был в Телесенсе 4 года, получается, и за это время я, собственно, прошел карьерную лестницу, сначала был программинг Team Lead, и тогда программинг Team Lead реально программировал. Мне очень нравится приставка программинг, потому что сейчас вот часто Team Lead это человек, который, у него нет времени на программирование. Это очень важно, чтобы оно было. Вот. И потом стал PM, руководителем проекта. И потом у меня даже было небольшое, так сказать, на самообеспечении такой отдел, который занимался аутсорсингом. Поскольку все помнят, думаю, в 2000 году кризис доткомов и телекомов одновременно, поскольку большинство заказов в компании было телеком заказов, то когда этот рынок упал, соответственно, этих заказов сразу же не стало. И нужно было как-то выплывать, предлагать свои услуги другим компаниям. Как вообще зародилась идея создать такой стартап и какая была цель Sigma у истоков? Компания изначально называлась Eclipse SP, Eclipse Software Programming. Вот. Цель была, не знаю, может звучит банально, но тогда еще было достаточно много наследия вот советской эпохи в целом, там и в культуре, и в бизнесе. Мы хотели создать изначально западную компанию, где для каждого программиста была именно для программиста, я сейчас говорю для айтишника, наверное, более широко можно сказать, была очень комфортная среда. Сейчас опять-таки об этом говорить достаточно сложно, потому что, наверное, практически в любой компании комфортная среда, где-то лучше, где-то хуже, где-то она разная. Но вот тогда мы хотели именно вот поставить во главу угла команду айтишников, чтобы у каждого была возможность практически бесконечно развиваться и заниматься любимым делом, развиваться вместе с компанией, получать результаты. У нас есть несколько очень крутых примеров.
Один из примеров, опять-таки, студент Хнуре пришел к нам работать еще с первого курса. Я не мотивирую всех там ни в коем случае не учиться и работать, ну, совмещать, да, это хорошо. И пришел он к нам junior.NET разработчиком, сейчас он глава американского офиса нашего. Вот такая вот success story, американская мечта. И таких у нас на самом деле очень много. Ты говорил, что у вас Eclipse SP называлась компания изначально, да? Да, совершенно верно. Eclipse Software Programming. Да. А почему вы поменяли на Sigma Software и как это произошло? Ну это очень важный этап в нашем развитии. В 2006 году, когда был вот такой вот первый M&A бум, Merchant Acquisitions на рынке Украины, мы абсолютно не имели никакого желания продавать компанию, но вот мы познакомились со шведами из компании Sigma и, собственно, решили идти в это партнерство. Поэтому в тот момент мы продолжали называться Eclipse SP, мы стали member of Sigma Group в итоге, да. И потом в какой-то определенный момент нам стало понятно, что нам важно вот сделать ребрендинг для того, чтобы больше показать возможности всей группы. Тогда мы переименовались в Sigma Ukraine. Это было в 2011 году, нас было тогда 250 человек. А потом, сейчас не помню точно год, наверное, года 3 назад, может 4, мы поняли, что в структуре, в группа компаний Sigma, это достаточно большая группа, больше 5000 человек, и там есть различные направления. Есть Industrial Design, есть Connectivity, Hardware, есть IT, и нам нужно было понять, где же наша ниша, и мы вот ее вот таким вот нехитрым способом показали. Software, просто и понятно, поэтому Sigma Software. Хорошо, давай поговорим тогда уже об IT в целом и оцени развитие IT-индустрии в Украине на данный момент. На самом деле IT за последние вот, наверное, 20 лет, 25 там, старейшим компаниям сделала просто фантастический рывок. Если начинали мы заниматься какими-то там проектами с простыми веб-сайтами для американских и других клиентов, то что сейчас делают сервисные компании, такие как наша, ну, это серьезнейшие заказы по автоматизации всего, чего только можно для крутейших брендов. Там, ну, наши клиенты, там, Volvo, Verizon, IKEA, очень крутые компании все, и уровень фактически украинских компаний очень сильно повысился. Если раньше речь шла о дешевой рабочей силе, то сейчас речь идет совершенно о другом. Сейчас речь идет о качестве, даже о понимании бизнес-процессов, поскольку за это время удалось впитать огромное количество западной культуры, западного бизнеса. Это вот именно то, что за последние там, 20-25 лет принесли в Украину аутсорсинговые, как их принято называть, но я больше люблю название сервисные компании, сервисные IT-компании, поскольку это именно вдумчивая разработка проектов и автоматизационных решений, участие в бизнес-анализе, участие в бизнес-девелопменте. То есть это не просто какой-то кодинг или программирование, это намного более серьезные, обширные задачи, которые раньше даже представить нельзя было, что украинская IT-индустрия на такое способна. Кроме этого, еще один очень крутой achievement — это то, что начало появляться огромное количество продуктов и стартапов. Конечно же, очень много таких, которые неуспешные. К сожалению, это закон жанра, да, но очень большое количество идей появляется, которое опять-таки привнесено вот этим западным экспириенсом, потому что сейчас, конечно, да, в Украине тоже есть достаточно много автоматизации, и банки уже делают очень современные бизнес-приложения, но раньше этого не было. Поэтому раньше все это впитывалось именно из западного бизнеса. Но сейчас экспертиза настолько сильная, что, в общем-то, практически все украинские стартапы, они в своей стратегии рассматривают работу на мировом рынке. И это совершенно фантастический achievement. Появляется больше венчурных фондов. Вообще денег сейчас очень много. Денег огромное количество. И поднять их просто, в кавычках, конечно, просто. Если у тебя есть идея, ничего не стоит. Ну-ка, ребята, записываем, что нужно, чтобы поднять много денег. Давай. Поднять много денег под идею, да, просто под идею нельзя. Нужна обязательно команда, это номер один. И я думаю, что если там совсем кратко говорить, то эта идея должна решать какую-то проблему, которая реально существует у людей или у бизнесов. Да? То есть ты должен не делать тот продукт, который тебе нравится, а то решение,
которое нужно людям. Значит, ты его никогда не продашь. А если это у этой проблемы уже есть решение? Значит, конечно, стоит. Значит, твое решение может быть более sophisticated. Классный пример. Хотя таких примеров очень мало. Да? То есть решение любой проблемы может быть разным. Да? Но и многие инвестора говорят, никогда не инвестируйте в новый Facebook, Google и так далее по списку. Я слышал об этом от израильского инвестора, который потом сказал, ну единственное, что я очень жалею, что я в свое время не проинвестировал в Waze, который был куплен Google в итоге за, по-моему, 1 100 000 000 или что-то в этом роде. Хотя Waze фактически повторяет функциональность Google Maps. Полностью повторяет, но с одним маленьким отличием, что у тебя есть возможность посмотреть, по какой дороге нужно правильно ехать, потому что Wazers, это люди, у которых установлено это приложение, они, ну я думаю, что вы должны об этом знать, да, они репортят камеры, система подключена там, к городским светофорам, к службам, то есть это намного более smart way пользования этой картой. И вот, пожалуйста, тот же Google купил ее больше, чем за $1 миллиард. На твой взгляд, как IT-индустрия, развитие программирования меняют нашу жизнь, меняют жизнь человечества? К чему мы идем? Ну, видимо, к повальной цифровизации, автоматизации, роботизации. В общем-то, мы это уже видим, да, там те же Теслы, которые самостоятельно ездят. Огромное количество компаний разрабатывают свои автопилоты. Нужно, кстати, это понимать, очень интересный момент, когда не занимаешься этим бизнесом, этого не знаешь, да, то есть вот есть же везде какие-то стандарты, да, там видеокассеты были там такие, там CD были такие, да, там есть какие-то стандарты. Сейчас в автопилотах стандартов пока нет. Tesla разрабатывает свой, Volvo разрабатывает свой и так далее по списку. Кто-то, кто придумает какую-то общую платформу, наверное, заработает миллиарды опять-таки, да, то есть, но мы видим, что все движется вот к автоматизации, к цифровизации, и это с одной стороны opportunity, с другой стороны огромный риск, поскольку и опять-таки возможность для cyber security компании. Я считаю, что это вообще один из самых главных трендов и это то, чем нужно заниматься, потому что спрос на это будет просто безумный. Ведь подумайте сами, то есть есть доступ уже к машине, ну, там та же Tesla там, и другие машины тоже позволяют делать доступ к машине через телефон. Ты можешь там контролировать свой дом умный, включать-выключать свет, это вообще проще простого, все это уже делают. Бассейн и так далее. Что будет, если этим всем завладеют злоумышленники? Да? То есть, Это страшно представить на самом деле. и как производители на самом деле хардверных устройств, они, к сожалению, очень во многом плохо разбираются в софтвере. Поэтому многие приложения, там, не знаю, там пароли хранятся просто вот в обычном виде в базе, например. То есть таких случаев миллион. Взять тот же случай, когда в какой-то момент хакнули, там, не помню сколько, там, сотен миллионов китайских камер по всему миру, просто потому что никто даже не подумал сменить обычный пароль. Хорошо, тогда продолжим наши философские размышления. Как я, обычный человек, точнее не как, а смогу ли я, обычный человек, пойдя в IT, став частью IT-комьюнити, как-то повлиять на наш мир, изменить его? Разумеется, безусловно. То есть мы все видим, что происходит. Есть огромное количество идей, которые можно почерпнуть из реального бизнеса. Я вот, не знаю, расскажу историю, в принципе, часто ее рассказываю, но мы сейчас очень активно и внутри компании, в принципе, на украинском рынке стараемся продвигать следующую идею. Да, вот все ребята, которые большинство работают в сервисном IT-бизнесе, да, вы же соприкасаетесь с реальными бизнесами, видите их проблемы. Далеко не все проблемы решены. Вот нам кажется уже, да, там у нас есть там Монобанк, Facebook, там куча других разных классных приложений. Uber там тот же, да, и кажется, что все везде уже на самом деле диджитализировано. Это вообще не так. Есть огромное количество бизнесов, взять там, не знаю, automotive бизнес. Огромное количество процессов не автоматизировано, люди работают с Excel. И все, и в лучшем случае. Excel просто классный. Да, это неплохая автоматизация, но для большого бизнеса это как бы ну, довольно-таки сложно. Как повлиять на мир? Смотреть вокруг и искать ниши, в которых можно привнести что-то новое. На самом деле это не так сложно. Кажется, что ну а типа почему я там, кто-то другой может быть умнее, там что-то придумать. Нет. Мы просто недостаточно даем волю вот своим желаниям и своим мыслям реализоваться. Ну, конечно же, для того, чтобы какую-то идею реализовать, для этого нужны очень серьезные силы и нужна 100%, 200% концентрация на
Поэтому таких идей очень много, да. И история, которую я хотел рассказать. Вот один из наших стартапов, который мы кофаундеры, Clean.io, это cyber security бизнес как раз. В Америке развивается отдельная компания, отдельная от Sigma Software, мы там инвесторы, частные инвесторы. Откуда пришел бизнес? У нас есть клиент Hearst. Это американская крупная компания, паблишер. Они владеют Cosmopolitan журналом, Car and Driver и там целым рядом других. У них есть огромное здание в Нью-Йорке, красивое, на Манхэттене, рядом с Централ Парком. И они говорят, вот у нас есть проблема. Они как большой паблишер. Что такое паблишер? Это компания, у которой есть свой веб-сайт. Не знаю, Nike тоже паблишер, не знаю, Bloomberg паблишер, кто угодно. Да? И они позволяют другим брендам рекламировать себя у них на странице, потому что у них большое количество пользователей. Вот, и у них есть там, как правило, какие-то достаточно много уже автоматизированных систем, которые позволяют заливать вот эти вот бренды, все баннеры туда. Что делают нехорошие люди? Они крадут эти места под рекламу, то есть делается интружен через веб-сайт специальным образом, обычно это скриптами производится, да? Подменяется баннер, и ты как бы кликаешь на какие-нибудь там кроссовки Adidas, например, а на самом деле переходишь на какой-нибудь гэмблинговый сайт или там выиграй 3 айфона или вот эта вот вся фигня. Вот. И вот этот бизнес это именно сотни миллионов долларов по краже вот этих мест под рекламу. И вот он говорит, вот у нас вот такая проблема, решите мне ее. Я, говорит, хочу найти вот этого человека и хочу записать с ним интервью. Зачем он этим занимается? Значит, мы сделали решение, вычислили его. Вместо того, чтобы провести с ним интервью, он его просто сдал в ФБР. И те с ним провели свое интервью. Но мы проблему им решили. И мы поняли, что здесь есть ниша. Поскольку огромное количество вот этих так называемых bad actors, которые воруют эту рекламу. Да? То есть, и, собственно, мы на этом построили целую компанию, которая огромное количество клиентов в Америке сейчас. И сделали там огромное количество очень интересных решений, технологий, в том числе и патентованных, которые определяют вот этих вот bad actors в интернете. Я к чему? Это идея из реального бизнеса. Просто нужно не бояться их реализовывать. Увидели, есть проблема, посмотрели на рынке. А есть ли другие компании, которые это делают? Есть. Они как-то умно это делают или по-простому? Смотрим в основном все по-простому. Что такое по-простому? Просто записывают айпишники в блэк-листы. А что мы сделали? Мы сделали engine, который определяет в реал-тайме, происходит сейчас интружен или нет. То есть не постфактум, а перед этим. Маленький такой твик, но результат есть. Откуда появляется большинство вот классных стартапов? Где-то они возникают из жизни. Например, вот тот стартап Waze израильский, о котором я говорил, как он получился. В Тель-Авиве очень большие пробки. И люди, когда едут с работы, не знают, какой путь им выбрать, где есть машина, где нет. И что они делают? Они звонят своим друзьям и спрашивают, где лучше проехать тех, кто уже уехали с работы. И вот некоторое время они этим занимались, и потом подумали, а зачем мы это делаем по телефону? Это же можно автоматизировать, чтобы, ты из приложения просто видел оптимальный путь, который будет снимать информацию о том, как быстро едут другие машины, и все. Вторая важнейшая область – это бизнес. И здесь нельзя сказать про какую-то одну отрасль. Можно сказать абсолютно про все. Пример. Вот один из стартапов классных, который я недавно видел, не знаю, кроссфитом кто-нибудь занимается вот в окружении? Нет, но я представляю. Ну, ты знаешь, да, кроссфит, да? Не было раньше никакого там удобного трекера твоих там повторений, упражнений на часах. Девушки увидели эту проблему, сделали приложение, у них раздел пользовательская база, уже там более 5000 пользователей. Еще один стартап из фэшн-индустрии. Ребята работали, увидели, что в интернет-магазинах есть какая проблема. Да? То есть есть какой-то базовый recommendation engine, по поводу, выбрал там, не знаю, там, костюм, да, а тебе там говорят, обычно с ним покупают еще вот эти туфли, еще. Но это recommendation engine. А они придумали автоматизированного стилиста, который тренирует модель, которая тебе подбирает уже профессионально на базе мнений стилиста, что тебе подойдет под эту футболку там, или еще что-то. Для людей, которые не искушены в моде, это вообще очень удобно. Естественно, понятно, что это помогает увеличить продажи в интернет-магазинах. Здесь очень важно общаться с людьми, которые из бизнеса, потому что
или ну, вот, интересоваться всем этим, потому что именно эти люди являются владельцами знаний, что там можно улучшить. К нам приходили ребята, которые хотят сделать удобный маркетплейс, маркетплейсы сейчас популярны, да, маркетплейс автозапчастей. То есть ты сейчас заказываешь запчасть там, на любой автомобиль, есть 1000 дилеров, каждому нужно позвонить, нет ни одного унифицированного каталога, ну реально очень неудобно. Кто-то точно это автоматизирует. Вопрос кто? Может быть, им будешь ты, может быть, кто-то другой. То есть таких вот вещей очень-очень много, просто нужно внимательно смотреть на них. Монобанк очень классный пример, потому что до этого ну, не было просто ни одного удобного приложения. Я, честно говоря, приватом, вот, например, не пользовался никогда, как-то так получилось. Говорят, что там достаточно удобно. Но, опять-таки, Монобанк, ну это же... Но в Монобанке есть свои фишки. Есть минусы, безусловно, как и у любого другого приложения. Но это вы не использовали приложение на Западе. А там проблема в чем? Очень много легаси-систем старых. И поэтому есть какие-то ну, такие вещи, которые просто смотришь и думаешь, боже, как они до этого дошли. Вот, например, в Штатах есть такое наследие, там было принято выписывать чеки. У нас того не было как-то, да, у нас в это время был Советский Союз, о чеках вообще никто не знал, да, там от таких. Какая у них сейчас есть автоматизация? До сих пор популярный способ оплаты за услуги, когда тебе по почте приходит чек в конверте, чтобы было понятно. Не по электронной почте, а по обычной. Он к тебе приходит, у тебя на столе есть такая машинка в офисе, такой быстрый сканер. Ты сканируешь этот чек, засасывает и банковское приложение его в себя информацию и кладет деньги тебе на счет. Правда классно? Почему нельзя было сделать просто wire transfer? Зачем увлекать почту? Ну, это... Они автоматизируют устаревшие способы, которые вот, ну, настолько вот устаканились в головах людей, и они ими продолжают пользоваться. Это очень интересная вещь. Вот я хочу стартап сейчас создать свой, хочу бизнес. У меня получится дотянуть до такого уровня, как Sigma? В сервисном бизнесе сейчас это будет довольно сложно, но почему нет? Все возможно. Вполне может получиться, почему нет? Ну, конечно, может. Выстрелить чем-то классным, наверное. Да, это может быть какая-то ниша определенная. Вот приведу опять-таки пример. Нашей стратегии сейчас, у нас стратегия всегда была органического роста, да, то есть мы нанимали ребят к нам в команду, росли, и только вот в этом году мы переключились немножечко, точнее добавили к нашей стратегии стратегию M&A, Merchant Acquisitions, и к нам присоединилась компания IdeaSoft харьковская. Значит, когда они к нам присоединились, там было, по-моему, 105 человек, сейчас уже 120, они продолжают расти. И это вот тот вариант, который может помочь быстрее стать успешным. Да? То есть можно, например, к нам прийти с идеей какой-то определенной и стать совладельцем какого-то определенного нового бизнеса, но с нашей поддержкой, с поддержкой нашего бренда. И это поможет достичь более серьезных целей и успехов, но для нас очень важно, чтобы, конечно же, команда и человек, который этим будет заниматься, они будут, как сказать, self-мотивированы, да, то есть не нужно было за ними бегать и мотивировать. Это очень-очень важно, чтобы был бизнес-майндсет. Вот я же говорю, ребята из IdeaSoft, они, кстати, очень профессиональные в блокчейне. Сейчас есть все вот эти вот новые вещи типа NFT, когда картины цифровые покупаются за какие-то безумные деньги. Вот. И вот это их одна из тех ниш, в которой они профессиональны. Это как раз к вопросу о том, что нужно что-то выбрать. Как бы сложно сразу стать компанией прям широкого спектра, особенно сейчас. Да? Можно предоставлять премиальный сервис, бутиковый. Можно предоставлять какой-то очень простой сервис, но массовый на скейле. Да? Можно выбрать нишу какую-то определенную и быть там experienced, не знаю, там, в embedded, еще в чем-то. То есть в каких-то определенных фреймворках, да, и тогда будет очень просто побороть другие компании в компетишене. Ну и обязательно искать бизнес-партнеров. Чтобы выстрелить, развиться и сделать что-то классное, крупное, стоит ли рыпаться куда-то из Украины, как, наверное, было раньше? Я не знаю, но мне кажется, раньше Украина была не самой лучшей платформой для развития. Вот как сейчас? Достаточно ли поднялась наша страна, чтобы здесь можно было легко стартануть и подняться? Наверное, IT – это как раз та область, по которой можно сказать, что стоит здесь остаться. Да? То есть, поскольку, ну, во-первых, все еще, я бы сказал, что по соотношению стоимость жизни, налоги
и зарплаты, Украина сейчас, ну я не знаю, наверное, там, в топ-5 точно, может быть и на первом месте. Ну как вот так сложилась, да, ситуация очень интересная. Вот. Но у нас есть там другие нюансы, конечно. У нас, к сожалению, там социальное обеспечение до сих пор там не работает нормально. Хотя, опять-таки, профильные больницы, клиники, многие стали именно профильные, появляться, ну, с безумным качеством, которого, ну, наверное, в мире сложно найти на самом деле. В этом смысле Украина, мне кажется, достаточно комфортная страна для жизни. У нас есть, конечно, много других нюансов, там, связанных с политической обстановкой и так далее. Каждый сам решает. К сожалению, там, например, сфера там, для медиков, наверное, все-таки сложно еще, да, там, чтобы зарабатывать серьезные деньги, нужно быть светилой. В IT, наверное, все-таки чуть проще какой-то базовый уровень входа. Но в целом, мне кажется, то есть можно, конечно, съездить, поработать за рубеж, это интересно все. Более того, это можно сделать через украинскую компанию. Возвращаясь к вопросу, я считаю, что для IT-специалиста в Украине просто фантастическое количество возможностей. И до сих пор очень большое количество возможностей по поиску идей, автоматизации и так далее. То есть мы все-таки здесь, когда ты живешь в стране, где разговариваешь на одном и том же языке, не то что проще, ну не знаю, это как-то это более правильно. И ничто тебя не ограничивает к выходу на западные рынки. Ты можешь удаленно создать компанию в Делавере, если хочешь, пожалуйста. Счет открыть раньше было чуть сложнее, уже и это можно сделать удаленно. Найти клиентов, пожалуйста. То есть поехать куда-то, пожалуйста, можно поехать. То есть мне кажется, что в Украине сейчас, в общем, лучше все-таки в целом. Я студент. Вот просто посоветуй мне, как лучше мне действовать, чтобы сделать что-то свое и чтобы это было хорошее. Ну, я думаю, что лучше всего, ну, на мой взгляд, все-таки получить хотя бы какой-то опыт. Понятно, что мы знаем успешные истории людей, у которых не было никакого опыта, да, там, например, тот же Марк Цукерберг. Но не нужно думать, что вот прямо весь мир усеян такими возможностями. Нет, они тоже вполне и у тебя могут быть, и у любого другого человека. Но в целом я лично и тебе тоже рекомендую, максимально стараюсь получать вот информацию у людей, которые обладают каким-то большим опытом, чем я, из этого делать какие-то выводы. То есть многие там делают упор на чтение книг, что тоже очень правильно, очень круто. Кто-то делает упор именно вот на постоянном общении с людьми, которые много чего достигли. Таким образом, получая информацию, как и ты можешь это тоже сделать. Это первое. И второе, для этого нужен какой-то network, какой-то environment. Да? То есть и здесь я думаю, что самое лучшее, что можно посоветовать, это, конечно же, начать приобщаться к такому нетворку. Ну, для начала пойти в какую-то, желательно, наверное, крупную компанию, выбрать по своему вкусу и начать общаться с людьми, потому что там будут какие-то ивенты, будут какие-то конференции. И вот через вот эти вот конференции, ивенты впитывать для себя бизнес-знания, потому что это все-таки опыт, он вот так мгновенно не приходит. Нужно во что-то погружаться, участвовать в каком-то проекте в крупной компании, общаться с ребятами в команде, общаться с ребятами, как правило, команды они составные, и в них есть люди из Америки, из Швеции. Быть на всех этих событиях, ивентах, конференциях, то есть впитывать эту информацию. И я же говорю, мне кажется, что все-таки работа в какой-то сервисной организации, которая очень активно думает про стартапы, то есть наши, это самый правильный вариант. Опиши, пожалуйста, идеального командного игрока в IT, конечно. Из определения командный игрок следует его идеальные качества. Я думаю, что первое, что можно сказать, это человек, на которого можно положиться, которому можно доверять, который думает не только о себе, но и о других тоже. Это самое главное. Вот софт-скиллы в наше время это, наверное, основное. Хард-скиллы приобрести всегда можно. Всегда можно прочитать книжку, не знаю, найти помощь наставника, кому-то обратиться за помощью, но основное это то, чтобы на тебя могли опереться, и ты мог на кого-то опереться, чтобы было доверие и поддержка в команде. Эти вещи звучат банально, но именно они являются основополагающими в успехе и компании, и команды, и семьи, и всего остального тоже, и дружбы. Когда у тебя будет, и люди будут к тебе хорошо относиться, и тебя всегда поддержат в сложной ситуации. И карьеру так сделать проще получить деньги под стартап,
Потому что если будет понятно, что тебе можно доверять, иногда эти вещи, они понятны даже вот просто с первого взгляда, как бы, да, особенно когда есть какой-то вот опыт общения. Ты понимаешь, там, твой человек или нет. Ну и чтобы действительно сходила система ценностей. Вот это в команде еще очень важно, потому что действительно бывают люди с разной системой ценностей. Не обязательно, что она плохая, будет разная. Чтобы она, вот эта синергия в команде была, и как раз классная, мы тут сейчас сидим в синергии, чтобы была синергия в команде. Синергия вообще для нас очень важное слово, потому что мы в компании, в том числе, как бы такое небольшое лирическое отступление, когда мы делаем IT-сервисы, у нас больше 22 софтверных продуктов в нашем предложении, наших и партнеров в том числе. И мы всегда ищем эту синергию, чтобы могли помогать продуктам выходить на наших клиентов, в том числе развиваться, получать инвестиции, получать нашу какую-то помощь, поддержку. Поэтому в синергии, вот синергия это очень важно.